Всем привет! Сегодня начинаю, наверное, мой последний уже пасхальный влог, потому что у нас уже наступили пасхальные праздники. И вот сейчас мы с семьей идем на прекрасную весеннюю прогулку. К счастью, погода нас обманула, то есть прогноз погоды нас обманул, потому что по прогнозу должно было быть не холодно, но дождливо и пасмурно. Так было перед праздниками, и даже половину первого дня так было, но сегодня уже прекрасная, солнечная, весенняя и теплая погода, поэтому мы после прекрасного обеда вышли всей семьей погулять и насладиться праздниками. Может быть, зайдем еще в храм, и я вам в этом влоге покажу, как же мы праздновали, что готовили и какой у меня прекрасный пасхальный декор получился. Так что, друзья мои, не переключайтесь, обязательно посмотрите и сравните, так ли у вас празднуют праздники пасхальные, как и у нас. Сегодня у нас понедельник, это так называемый обливной понедельник. Он называется в Польше таким странным названием Шмингус-Дингус. И в этот день все друг дружку поливают водой. Бывали такие времена, когда вообще вот с ведрами выходили, поливали иногда в деревнях, но также и были такие эксцессы в городах, когда выходили, вот молодежь также обливала водой друг друга. Вот даже в новостях показывали, какие бывали эксцессы у моих родственников, например. В деревне были такие случаи, когда сосед зашел в этот день в дом, вроде бы поздравить, за спиной прятал ведро, и, представляете себе, зашел с ведром в кухню, и это ведро вылил на пол. Боже ж ты мой, какое было, какой был скандал, потому что ведро воды вылить вам в праздники на пол в кухне, это, конечно же, нужно иметь немножко здесь не в порядке, потому что традиция, здравый смысл тоже должен присутствовать. Поэтому вот такой вот обливной понедельник некоторые покупали в киосках. Сейчас я этого не вижу, потому что киосков очень мало осталось, но перед этим праздником в киосках продавали такие маленькие флакончики самых дешевых духов, и вот мужчины некоторые, ну и женщины тоже покупали эти маленькие флакончики, чтобы, как сказать, для традиции облить кого-то, но не водой, не как вот духами. Но духи тоже были такие вонючие. И я всегда говорила, что если хотите меня обливать, то, пожалуйста, Шанель номер 5, и я подставлю вам каждую часть своего тела. Вот такие понедельники. Вот такая традиция на Пасху. О других традициях я вам расскажу при том, что я вам снимала в этих коротеньких роликах. Я все это умещу в своем видео, поэтому вот так. А мы идем наслаждаться прогулкой, и также вам засниму то, что удастся показать. Кстати, священник тоже в этот день всех верующих орошает святой водой во время службы. Вот идем, людей очень много, все пользуются такой погодой и вышли целыми семьями на прогулку. Встречаем огромные группы, ну как огромные, например, и родители, и дети, и бабушки, и дедушки, и какие-то еще родственники ходят целыми такими большими группами. Мы тоже сегодня наслаждаемся, но так как-то хотели уединиться немножко, но вот в такие праздники, даже в таких, можно сказать, немножко диких местах уединиться сложно. Если так тепло будет и дальше, то все это моментально зазеленится. Нужно подумывать уже о березовом соке. Быстренько покажу вам, что мы несем светить в костел. Это наш домашний хлеб, кулич, яйца, соль, и здесь кусок колбасы и домашняя ветчина. Колбаса не домашняя, но вот хлеб, кулич и ветчина нашего производства. Мы на субботней литургии, субботняя литургия света. И вот показываю вам, как это все происходит. Таинство субботы, посвящение огня. У нас зажгли костер, и сейчас будет это таинство, это литургия, поэтому посмотрите обязательно, очень интересно.
bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Światło Chrystusa. Ну вот моя праздничная декорация. Овес все-таки подрос. И все получилось. Мой маленький посвященный уже кулич. Мои прекрасные писанки. На канале у меня есть подробный мастер-класс, как я это делаю. Вот, овес. Единственное, что я заметила, его нужно будет посеять на следующий год намного гуще. А так получилось все просто замечательно. Вот у меня еще такой есть живой букет из форсиции и веточек из сада. Я их украсила маленькими яйцами. Все получилось просто замечательно. Если хотите обзор вот моих крашеных яиц, напишите в комментариях, я сделаю подробнее. А здесь у меня обеденный стол. Вот так. Пока еще пусто, только в центре. Покажу вам потом, как будет все украшено. Готовлю пасхальный завтрак, и первое, что мы будем кушать, это то, что было посвящено в корзиночке. Яйцо, ветчина, хлеб и кусочек колбаски. Мы помолимся, поздравим друг друга. Вот еще съедим кусочек посвященного кулича. Далее у меня есть такой же кулич уже большой, и каждый сможет скушать сколько хочет. Вот это то, что мы будем кушать на голодный желудок. То, что мы посвятили в костеле. Разлетается просто на ура. Вы видели его целиком, вот что от него осталось после завтрака и чаепития. Вот это все, посмотрите, какой он внутри желтенький и как он хорошо подрос. Не могу удержаться, чтобы не съесть крошечку. И видите, это тесто на хлебной закваске. Здесь нет ни грамма дрожжей, ни грамма какого-то дополнительного средства, порошка для выпекания, то есть этого разрыхлителя, ничего, только хлебная закваска. Тесто очень вкусное, но видите, разлетается хорошо, что сделала 2 таких кулича. Рецепт тоже у меня есть на канале, так что смотрите и готовьте. Всем советую. Никто не верит, что такое может получиться на хлебной закваске. Вот еще мой такой же второй кулич. Такой большой, я его испекла еще один, потому что пеку такое тесто только раз в году на Пасху. Всем очень нравится. Видите, как быстро разлетается. Поэтому делаю двойную порцию, чтобы все могли насытиться. Еще одна такая вещь, которая у меня произошла, это в Страстную Пятницу, когда я пеку всю свою выпечку на праздники, у меня испортилась духовка. Испортилась терморегулятор, термообиг, как он называется, вот такой, который обдувает все со всех сторон, то есть вентилятор. Я уже не знала, что и делать, вся выпечка была уже, как бы сказать, в процессе. Все замесила тесто на булочки, замесила тесто вот это, все уже подходит.
и на сырник, и на чизкейк, все вот это вот, а у меня не работает. Я никогда не пекла по-другому. Перекрестилась, оказывается, у меня еще работали верхняя и нижняя грелка, поэтому на них я испекла все. И благодаря Богу все получилось. Видите, классная выпечка, но нервов мне это стоило, конечно, очень и очень много. Переживала, уже думала, кому звонить, куда пойти, попроситься, чтобы перед праздниками испечь то, что приготовила. Показываю мой чизкейк. Вот такой он румяненький получился. И вот такой внутри. Сразу в формочке показываю. Здесь тесто, мак и творог. У меня такой все очень и очень любят. Вот такое чудо. Уже немножко съели. Вот, но я очень-очень рада, что выпечка получилась. Кстати, такой рецепт у меня тоже должен быть на канале. Так что смотрите, берите на заметку. Очень вкусно. Я еще в этот раз добавила, вот видите, орешки к маку. Одно из горячих блюд, которые я готовлю на праздничный стол в Пасху, это киш лорен. У меня на канале есть подробное видео, как его готовить. Это лоранский пирог заливной. Вот я его уже сделала и сейчас буду отправлять в духовку. Очень вкусное блюдо и всем советую приготовить. Оно очень сытное и можно элементы приготовить заранее, чтобы не стоять у плиты во время праздников. Всем советую. Я начинку приготовила раньше и тесто также приготовила раньше. Все у меня было в холодильнике. Сейчас только наполнила форму тестом, вложила начинку, заливку и отправляю в духовку. И также могу со всей семьей провести время и не стоять у плиты все время. Ну вот пирог уже поспел, вышел из духовки. Я его вытащила, он еще очень и очень горячий, поэтому пару минут подожду перед тем, как буду нарезать. Но согласитесь, что вид очень аппетитный, и в запах, и по всему дому просто божественные. Он очень сытный, поэтому я уже ничего другого на второе не готовлю. Здесь есть и грибы, и брокколи, и мясо. Так что все, что нужно, тем более, что мы уже так насытились и пирогами, и куличами, и чизкейком. Вот, так что уже такого большого аппетита нету. К тому же еще был очень сытный журек. Это традиционный суп хотела сказать, Великаноц, на Пасху в Польше. Но мы уже просто объелись, можно сказать, и поэтому киш оставили уже более так на послеобеденное время. Вот сейчас будем ним наслаждаться. Другого слова я подобрать просто не могу. Еще покажу вам киш лорен в разрезе. Не могу не похвастаться, он еще очень горячий. Но видите, какой он аппетитный и уже на вид вкусный. Хочется его попробовать. Это очень такое, как сказать, питательное блюдо, поэтому этим кусочком я точно наемся. Погода у нас не ахти какая. Только что прошел дождь с градом. Вот, сейчас уже вроде бы солнышко появляется, но вот так вот то дождь, то солнце. Не холодно, но и никуда на улицу выходить из-за этого не хочется, потому что пасмурно, мокро, ветрено. Поэтому спасаемся дома. Но семейный праздник, поэтому и мы друг другу уделяем как можно больше внимания в это время.